Я из Вальдфиртеля, то есть из горного хребта, у нас 700 метров высоты. На самом деле я не из Швейцарии, но уже 20 лет в Австрии, и иногда бывает полезно, когда люди немного похожи друг на друга. Пермакультура– это то, что сейчас происходит. Это не совсем то, что можно сказать, чего не делают широкие массы. Это часто вызывает много насмешек, особенно со стороны промышленников, которые, конечно, хотят иметь монокультуры и так далее. И точно так же то, что я делаю, и меня всегда высмеивали. Последние 3 года я уже был способен нагревать только водородом собственного производства, а я этого не делал. Почему? Потому что снова и снова от очень умного, образованного университетского профессора или кого-то в этом роде приходило возражение, почему бы не использовать электричество для создания газа, и не использовать его для обогрева. Потом отапливать газом? Везде есть потери, это не может сработать. А почему бы не использовать электричество для прямого отопления, это намного лучше. Они утверждали, что вообще никогда не видели мою работу без этой камеры. Разве это не так делается? Но я, слава богу, путешествую не совсем один. Так что я могу сказать, что Дэниел, который создал фильм, вероятно, сопровождал меня на протяжении последних 5 лет, а затем документировал снова и снова. Затем, после многих людей, с которыми я познакомился, я внезапно увидел, что со мной 2 университетских профессора из Бока останавливался у меня в Вене. Один представился, я из отдела техники безопасности и энергетики. Я просто был шокирован в первый момент безопасность и подумал, да, чего они хотят. И это были очень хорошие люди, получился прекрасный контакт. В конце визита я должен был пройти курс для 8 студентов в Вене. Они очень хотели построить такую камеру, чтобы они могли поближе изучить газ, этот газообразный водород. Они хотели полностью погрузиться в это и исследовать это, и они уже начали. А именно, они обнаружили различия между газом, который мы производим, и простым N2, который вы покупаете из бутылки у крупного промышленного производителя газа. И вот вы обнаружили, что с этим газом что-то не так, чего на самом деле не может быть. И все началось очень хорошо, а потом, как я уже сказал, этот профессор, который стоял перед ними, ушел на пенсию. Мы только что услышали от Энди, как это произошло под давлением, и больше нет денег, чтобы исследовать это. Вы не можете продолжать. Так что эти люди действительно продолжают, но остановитесь на малом. Но у нас хороший контакт, и я должен сказать, что за то время прошло 7 лет, почти 8 лет с тех пор, как я начал это делать. Я познакомился со многими хорошими, замечательными людьми. Я познакомился с физиками, со всеми возможными и высокоразвитыми умами. И они тоже побывали. Никто из них никогда не смеялся. Смеются только полуобразованные люди, которые думают, что они просто все знают. А теперь вернемся к этому устройству. Так что с помощью этого устройства можно легко расщеплять воду. Большинство даже не знают об этом, потому что официально это называется «да», это совершенно невыгодно. В этом нет никакого смысла. Эффективность может быть 40 или 50%. Дело в том, что такая ячейка, и это мне тогда тоже подтвердили в университете, наша ячейка, и это единственный, который лежит. Поэтому я должен сказать, что измерение проводилось на камере, которая была холодной. Ей требуется около 9000 джоулей энергии, а когда она прогреется, ей понадобится всего 7000 или 7500. А в холодной камере было подтверждено, что эта ячейка на 10% выше, чем в учебниках, которые есть в университетах. Так что это уже просто замечательно. Да, и у меня тоже. У меня действительно был хороший путь, потому что я никогда не кричал на весь мир и не делал заявлений. Я никогда не говорил, что это свободная энергия. Я просто сказал, ребята, этому изобретению почти 200 лет. Фарадей уже сделал 832 эксперимента с расщеплением воды. Почему мы ничего об этом не знаем?
Это, по-видимому, прошло мимо нас, не так ли? Что есть такая возможность. А теперь взгляните на это. Что это такое, что у нас есть? У нас есть вещество, вода, которое разлагается на составные части, на его атомарные составляющие, водород и кислород. И когда оно снова собирается вместе, оно генерирует энергию и снова становится той же водой, что и раньше. Ничего не потеряно. Теперь найдите мне ткань, любую ткань. Такой нет. Во всем мире нет ткани, которая бы делала то же самое. Ткань, которую можно сжечь, а потом она снова станет самой собой. Если я сожгу уголь, то останется куча выхлопных газов, оксидов азота и золы. Если я сожгу дрова, что останется? Пепел. Если я сожгу нефть, что останется? Выбросьте кучу и в камине, и в выхлопных газах. Если я сожгу воду, она останется на плаву. И одна эта мысль сказала бы мне, так что я действительно всегда ходил среди людей с этим. Посмотрите на это. Если у нас сейчас есть ячейка, которая эффективна на 96-95%, то вы не можете просто отбросить это в сторону и сказать, что это ничего. Нам это не нужно. И я действительно пришел в этот мир злым за эти 7 лет. Потому что изначально я верил, что это можно сделать для борьбы с потеплением климата или против потепления климата. А потом я узнал, что экономику, политику это совершенно не интересует. Никого не волнует, погибнет ли мир. Единственное, что интересует, это прибыль, прибыль и еще раз прибыль. И мы, малыши, мы ничего или почти ничего не можем с этим поделать. Мы, конечно, не должны выступать публично и говорить «привет». У нас есть кое-что, тогда нам конец. Есть десятки примеров людей, которые, например, Стэнли Мейер в Америке, у которых была эта система, у которых она была еще более совершенной. Они умерли или умерли. Они ехали на машине с водой без бензина. Теперь вы должны это себе представить. Против нас действуют силы, которые не хотят, чтобы мы когда-либо использовали энергию, отличную от нефти, угля или атомной энергии. И это в то время, когда на самом деле, где вы должны сказать, я знаю, еще 6 лет назад это означало, что у нас есть еще 10 лет фактически повернуть климатический сдвиг вспять. Повернуть климатический винт вспять. Прошло уже 6 лет из 10, теперь у нас осталось 4 года. Что мы делаем в это время? И это просто безумие, и на самом деле можно только выть, когда видишь, что делается с нашим миром. И единственное, и я также знаю, что я не могу спасти мир, никто из нас не может этого сделать, но мы все вместе можем внести свой вклад, по крайней мере в это. Внести свой вклад, чтобы мы могли сказать, что мы хоть что-то попробовали, хоть что-то сделали. И это то, что я делаю. Показываю это людям, чтобы они сами могли решить, да, это что-то, или я не хочу вам ничего продавать, я ничего от этого не получу. Теперь я сначала покажу вам ячейку. Не пугайтесь, в ней есть окрашенная вода, значит она в ячейке. Как вода расщепляется? Вода, анод, катод, два электрода, и на них подается ток. Это самое простое из всего. Итак, я ставлю плюс и минус на две стальные пластины, а между ними есть вода. И когда я это делаю, вода дает, ее заставляют меняться, и она что-то выделяет, а другая что-то поглощает. И в итоге мы получаем две отдельные части, всегда разделенные на две части. Две части водорода, одна часть кислорода. У меня всегда есть 2/3 водорода и 1/3 кислорода. И вот я сейчас объяснил две пластины, и эта ячейка представляет собой не что иное, как 24 на 2 пластины. Это означает, что у меня есть 25 пластин, сложенных одна за другой, и между ними всегда есть только миллиметровый зазор, и между ними есть вода. И когда я включаю электричество, а я делаю это сейчас, я также устанавливаю его на 5 ампер, так что 5-6 ампер умножаются на 47 вольт. И у меня есть мы сейчас там. Может быть, я пойду назад. И вы увидите это, вы увидите, как выходит газ, вы тоже это услышите. И если я возьму зажигалку, то у меня будет пламя.
Если мы в это время увеличим мощность до 12 ампер, вы увидите, как оно начнет шипеть. Так что я включаю, и оно сразу же включается. У меня прекрасное пламя. Вы на самом деле видите пламя только, может быть, до этого момента, но на самом деле это так. Если я поднимусь туда, я сгорю, я больше не смогу туда попасть. Шутка, пламя, оно обладает совершенно безумными свойствами. Само по себе оно не такое горячее. Я могу пройти через это, но если оно натолкнется на что-нибудь, на какую-нибудь материю, тогда это будет очень опасно. Очень жарко, до 3800 градусов по Цельсию. В некоторых случаях до 6000 градусов по Цельсию. Мы больше не можем этого говорить. 3600 градусов по Цельсию — это точно, потому что вольфрам растворяется. А вольфрам находится примерно при 3400 градусах. Это может быть так, но мы не уверены. Может быть, что вольфрам не плавится, а просто становится меньше. Теперь возможно, что вольфрам испаряется, растворяется, испаряется, и температура испарения вольфрама будет равна 6000 градусов Цельсия. Где у нас есть что-нибудь, что могло бы помочь нам в этом? Что может быть такого? Я могу использовать его для сварки стальных пластин. Я могу, например, паять медь, латунь. Мне не нужно покупать дорогие бутылки у компании, у меня есть все это бесплатно за относительно небольшие деньги. Что мы имеем сейчас? 12 ампер на 51 вольт. И если вы посмотрите на это, в начале ячейка все еще холодная, так как она требует относительно большого количества воды. Напряжение. Чем теплее она становится, тем больше спадает напряжение. Это означает, что мне нужно все меньше и меньше. И в итоге я получил 5 литров газа в минуту мощностью около 640 Ватт. И это, можно сказать, очень высокая эффективность. А теперь я хотел бы показать вам, что там происходит. Давайте сначала возьмем вот такой кусочек шамота. Я разрезал шамот. Этот шамот был в трубе, и вот я подношу пламя к этой трубе, к этому шамоту, и вы видите, что в шамоте есть отверстие глубиной около 3-4 дюймов. Так что если я сейчас подниму пламя на огнеупорную плиту, она просто раскалится. У нас, конечно, уже 700 градусов. Уже 700 градусов. С трибуны. А теперь посмотрите, что произойдет, если я подойду совсем близко. И правда, я делаю это прямо сейчас. Я подойду так близко. Мы же говорили, что вода снова соединяется пламенем, снова становится водой или сначала водяным паром. Теперь появляется водяной пар. Если я подойду так близко, что водяной пар перестанет вырываться влево и вправо, то этот водяной пар достигнет точки, возможно, в 3000 градусов. А что происходит, когда вода достигает 3000 градусов? Она просто снова раскалывается. А теперь посмотрите, что там происходит сейчас. Я создаю свет. И это неудивительно. Этот свет имеет тот же спектр, что и Солнце, как и солнечный свет. Потому что в конечном итоге на Солнце на самом деле происходят процессы, аналогичные тем, которые происходят здесь из этого газообразного водорода. Что мы имеем на Солнце? Водород, гелий, превращается в гелий. Итак, это не безумие. Вы могли бы также использовать пламя для создания драгоценных камней. Тот же процесс, что происходит в вулкане, некоторые люди тоже делают. Вам когда-нибудь удавалось сделать из кремния карин абсолютно идеальный круглый шарик? Я не знаю, что это за драгоценный камень. Абсолютно прозрачный, крошечный. В какой-то момент я его потерял. То, что я там делаю, невероятно, и когда я смотрю на это, оно сразу же начинает светиться. Да, люди всегда боятся газа, а не этого, и я могу вам сказать, что если у вас есть город подключения, то вы тоже можете бояться. Потому что, я думаю, 60% всех городских газопроводов вышли из строя. В городе есть трубы, которые протекают, и из канализации может вытекать газ, и кто-то проходит через них с сигаретой и... И вы все время слышите, как дома взлетают на воздух, не так ли? Я считаю, что газ опасен всякий раз, когда у нас его огромное количество. На Фукусиме, где произошел обвал, там автоматически происходит образование взрывчатого газа.
Но затем в зале, который я не знаю, находится на расстоянии 100 метров отсюда. Огромный зал, огромное скопление взрывчатого газа. И если там что-то взорвется, и это взорвется, тогда спокойной ночи, не так ли? Что у нас здесь? У нас есть камера, полностью заполненная водой. Только там наверху есть треугольник, где есть газ. Он проходит через этот шланг в первый резервуар для хранения. Там внутри тоже есть вода. Теперь вода поднимается вверх по газу. Теперь у меня здесь есть газ. Была бы какая-то проблема с ячейкой, скажем, короткое замыкание, но этого практически не может быть. Тогда этот газ не может воспламениться, потому что между ними есть вода, не так ли? Если бы с другой стороны была какая-то искра, то только этот газ мог бы воспламениться. И если сейчас, что у нас там внутри? 200 мл газа. Если поднимется 200 мл газа, вы знаете, что произойдет потом. В душе поднимается такой шум, что кажется, будто вы почти не слышите. Но это было так. Ничего не происходит. Совсем ничего. Может быть, контейнер тоже разлетится, и вам придется потом вытирать воду на полу. Но ничего не случится. Ничего опасного, что плохо. И теперь у нас есть не только эти контейнеры, но и так называемый арестант. Он сделал так, что когда я задул пламя, искра застряла там. Это очень тонкая нить, называемая спекшимся металлом, то есть шарики металла, драгоценного металла, которые имеют такие тонкие поры, что через них не проходит ни молния, ни пламя. Это остановило его, и поскольку я хочу быть вдвойне уверенным в дороге, у меня есть еще вторая часть. Это второй арестант. Теперь у меня есть два уровня безопасности, плюс так называемый барботер, как вы это называете. Так что же там может произойти? Если вы относитесь к этим вещам разумно, на самом деле ничего не может случиться. Мы уже можем запустить воздушный шар в окно, это никого не беспокоит. Я сейчас увеличу мощность до 16 ампер. Как? Что? Почему выходит газ? Потому что я их не зажигал. Так что этим газом можно сваривать и, конечно, можно нагревать. Только для этого нет оборудования. Есть газовые печи, которые вы не можете использовать для этого газа. Вам пришлось бы все это строить заново, но это гораздо менее сложно, чем любая газовая печь. Это не требует такой большой застройки, и я покажу вам это в следующий раз. Это самое простое упрощение, где я могу сказать, что я сократил нагрев до самых простых знаменателей. И это может произойти в любой развивающейся стране, если вы захотите, но сейчас у нас уже есть. Я сейчас отключусь. Теперь я надеюсь, что он уже достаточно большой, чтобы летать. Так что теперь я залил воду в воздушный шар, не так ли? Как я могу это прояснить? Наполнил воздушный шар водой. Вот так. Вы когда-нибудь видели летающую воду? Эта вода летает. Но я не могу сейчас идти туда с зажигалкой, потому что тогда будет громкий шум. Если хотите, закройте окно, и потому что если он там наверху на потолке, мы не сможем спуститься. Это слишком высоко. Давайте поднимемся. Потому что всегда говорят, почему бы не использовать электричество для обогрева напрямую. Так что теперь я должен сначала опровергнуть этот аргумент. А теперь вам не нужно думать, что мне есть что сказать в этом мире.
Если я что-то и говорю, то это ничто. Это должен говорить профессор, не так ли? Если они говорят, что это так, значит так оно и есть. Но тем не менее я человек, и у меня был опыт, когда я знаю что-то совершенно точно, знаю на 100% наверняка, потому что я пробовал это 100 раз. И когда я говорю об этих вещах, это совершенно точно, потому что я знаю, что это не так. Это по-разному воспринимается людьми. Дело не всегда в доказательствах, не всегда в том, что человек прав, а в том, уверен ли он в своей правоте. Если бы я был пчелой сейчас, мне было бы намного легче, потому что у пчел очень простые правила. Когда пчела находит корм, находит нектар, она возвращается к палке и исполняет дикий танец. Но она не позволяет себе, ей стыдно, она не позволяет себе исполнить дикий танец, когда в ней мало нектара. Когда она находит много, то есть в зависимости от того, какая пчела танцует как сумасшедшая, за ней следуют все остальные, не так ли? Если бы я был пчелой, мне просто нужно было бы потанцевать, и тогда все было бы хорошо. Но я не такой. Так что теперь я просто должен быть уверен, что то, что я говорю, не глупо, и прежде всего, что я. Я не о том, чтобы что-то доказывать другим, убеждать других в чем-то. Я о том, чтобы самому не сбиться с пути. Потому что, когда приходят такие аргументы, вы должны задаться вопросом. И я имею в виду, что мы люди или многие люди таковы, что они принимают это близко к сердцу и говорят: «О боже, я 3 года пытался использовать электричество для отопления». Как вы думаете, что произошло? Счет за электричество взлетел до небес. Я начал отапливать дом масляными радиаторами, тепловентиляторами. Всю зиму счет за электричество проходил через потолок. Потом, слава богу, я установил у себя на крыше фотоэлектрические панели. Их около 3500, 3,5 киловатт, мощность 3500 ватт. А потом я сам выработал 4000 киловатт-часов электроэнергии за 1 год. Теперь я официально являюсь производителем электроэнергии, но только минимально, так что это не то, что я поставляю. Для меня этого недостаточно. И с этого момента я мог сказать себе: хорошо, теперь я попробую. Я выношу электричество, которое вырабатываю, в окно летом и еще год отапливаю его электричеством. Так что это тоже точно известно. И вы не думаете, что прошел еще 1 год, и снова приходит какой-нибудь неудачник из 7, который говорит, почему бы не отапливать его электричеством. Я могу сказать вам только одно: уберите ваши масляные радиаторы, ваши вентиляторы и никогда больше их не включайте. За исключением, может быть, вентилятора, он все еще работает, но не работает. Значит, еще один, да, в этом году я предпринял еще одну попытку. Я слышал, я всегда слежу за новыми вещами. Я слышал, что существуют сверхвысокоэффективные инфракрасные панели. Вы, возможно, слышали об этом раньше. Это панели размером 60 на 60 или 30 на 60, и вот вы подключаете розетку, это очень просто, есть термостат. Она нагревается до 70 градусов, нет, и тогда комната нагревается лучистым теплом. Она излучает инфракрасные волны. Это означает, что вы можете поддерживать температуру в помещении ниже, потому что инфракрасные лучи создают приятное ощущение, как в изразцовой печи. Я заходил в интернет, заказывал инфракрасные панели 3-4 штуки, и тогда я понял: привет, что происходит. Инфракрасные панели, они стоят до 800 евро, и я посмотрел, как они построены, и я сделал их сам. Я пойду и сам построю инфракрасную камеру, нет. Она такая же хорошая, как и купленная, и она не стоила и 50 евро. Это тоже дешевый способ обогрева. Так что я справился с этим. Сейчас у меня это зима, но я не говорю, что у нас есть собаки, кошки, там беспорядок. Возможно, то, что я показываю сейчас, не совсем подходит, потому что тогда это должно было бы быть установлено таким образом, чтобы оно не могло опрокинуться, чтобы ничего не произошло, и на самом деле это всего лишь пробный вариант. Сейчас этого нет, сейчас вы не можете сказать, что это так. Это что-то, что исправлено, так что в этом нет ничего идеального.
Просто вы знаете, я парень, я ищу ответы, и если они у меня есть, то меня это больше не интересует. Тогда я перехожу к следующему «Ане», и теперь у меня есть ответы, которые мне нужны. Теперь вы могли бы усовершенствовать это. Вы могли бы сделать автоматическое управление и все остальное, включая ячейку, но меня это уже не интересует. Потому что есть более интересные вещи, которые нужно исследовать. Люди X могут это делать, не так ли? Но очевидно, то, что я делаю, делают немногие. Поэтому я сказал себе, что мое офисное помещение 20 квадратных метров, я хочу обогревать только водородом. Теперь я понял, что у меня есть собственная разработка, труба, и я тоже не сторонник алюминия, потому что алюминий требует очень много энергии для производства. И это тоже вредно для здоровья. Но вы должны понимать, что когда вы делаете что-то подобное, вы должны смотреть. У вас нет бюджета, у меня нет миллионов на финансирование исследований. Я должен обходиться самым скудным. Поэтому я купил алюминиевую трубку, и самое смешное, что если у меня есть круглая, то она стоит 13,7 евро, если у меня есть угловой. Стоит 1,3 евро. Спросите меня, почему это такая разница? Круглая труба одинакового размера равна 13,170, угловая 1,30. Так вот, я купил угловую, она дешевле. Она пока выглядит некрасиво, но она просто должна работать и готовиться к тестированию. Теперь вы представляете себе эту трубу, там внизу есть газопровод, не так ли? Эта труба теперь полностью заполнена песком снизу доверху, не так ли? А теперь что происходит сейчас? Давайте попробуем. Теперь газ поднимается в песке, потому что песок находится внутри. А теперь я пойду с лампой. Теперь это не страшно даже руками, это может немного потрескивать. Я все еще делаю это вручную, но на самом деле, если подумать, то внутри была бы нагревательная спираль, конечно, электрическая, и это нагревательная спираль. Вот вы нажимаете на кнопку. Важно то, что этот песок там достигает 60 градусов. Теперь он треснул, вот и все. Теперь газ поднимается, и пока он не станет действительно горячим, он может еще немного потрескаться. Но он становится все меньше и меньше, и я всегда могу проверить с помощью лампы, выходит ли еще какой-нибудь газ не сгоревшим или нет. И теперь я уже не могу его потрогать. Я все еще могу потрогать. К сожалению, сейчас он работает не совсем так, как должен, потому что я был в транспорте, у меня была встреча в Вальдфиртеле 4 недели назад. Я взял вас с собой. Все улажено, а теперь это выпало, и его пришлось вставлять снова. У меня еще не было времени сделать это красиво, но сейчас это действительно необходимо для этой цели. В конце концов, когда все станет по-настоящему хорошо, это перестанет быть учебой. И что у меня есть сейчас? На самом деле я уже могу так обогреться. Мне больше ничего не нужно. У меня есть горячая труба. Вы можете, если хотите, потрогать ее. Мы могли бы запустить ее на час или полчаса прямо сейчас, но поскольку у нас здесь уже очень тепло, я не хочу дополнительно нагревать, в этом нет необходимости. Она горит, и вы можете положить на нее руку. Конечно, это займет полчаса, пока вся труба не нагреется до самого низа. Посмотрите, посмотрите на стекло. Это еще не подвиг. Что такое 3 ампера? 120 ватт. Теперь вы видите, это начинает запотевать внутри. Это сложно. Это действительно трудно, но вы уже видите. Вы видите, что там наверху выходит водяной пар. На самом деле это работает только с песком и ничего больше. Просто добавьте песок, а потом я должен зажечь его наверху, и тогда у меня будет пламя наверху, которое будет гореть. То, что я сейчас здесь сделал, это уловка. Верхний слой – это так называемый платиновый песок. Я могу легко платинировать песок вещами, которые я получаю в аптеке. И я добавляю немного листовой платины в Кёнигсвассер.
Вы знаете, что такое Кенигсвассер? Соляную кислоту и азотную кислоту, смешанную вместе. Это то, что мы используем, чтобы проверить, настоящее ли золото. Если золото не настоящее, значит что-то застряло в образце. И если я сейчас возьму эту королевскую воду, добавлю туда листовую платину и нагрею ее, то платина растворится, станет жидкой, и я вылью ее на песок. А потом весь мой песок, каждая песчинка, покрыта слоем платины толщиной в 3-4 атома. И этот слой заставляет газ снова собираться вместе. Это стоит 3-4 евро, не больше. Если бы я позволил это сделать, я бы заплатил сотни. Но газ там горит, да, но без пламени. Там нет пламени. Он горит, горит и горит. У меня есть это отопление, сейчас я живу в Вальдвиртеле, и там дома не такие сухие, как обычно квартиры, так что мы должны следить за тем, чтобы не было слишком много влаги. Я не хотел сейчас, потому что водяной пар выходит, но его очень мало, я не хотел впускать в дом еще больше водяного пара, то есть влаги. Поэтому я сказал себе, хорошо, мне нужно поймать этот водяной пар, и я построил себе такой колокол. И в принципе это не что иное, как труба большего размера. Это 5 в диаметре, а это 8. А внизу я просто приклеил U-образные профили высокотемпературным клеем, и там просверлил отверстие. Теперь вода, которая там поднимается, может конденсироваться по всему периметру, и если я положу это сверху, и я смогу это исправить, я смогу сделать нагреватель меньше, больше раз. Я могу выдвинуть их на несколько метров, и тогда из этого отверстия потечет вода. А эту воду, что выходит оттуда, я потом верну в камеру. Мне не нужно покупать новую воду. Это та же самая вода, которая испаряется там, которая возвращается обратно в камеру. И все такое. Нет, нет, это не Tapetum Mobile. Это так. Мне действительно нужна энергия. У меня действительно есть расход энергии. А теперь кто сейчас спросил? Способ действия, да. Что мне было нужно? Теперь мы убираем это. Я потратил 4000 киловатт-часов электроэнергии на свои инфракрасные панели всю зиму. Итак, 5 комнат с инфракрасными панелями, 1 комната с газовым отоплением. Из этих 4000, так что больше мне не понадобилось этой зимой. Кроме того, я жег еще 3 сплошных бука. Вначале я сказал, что сам произвел 4000 киловатт-часов электроэнергии. 3000 киловатт-часов этой электроэнергии я использовал сам, то есть не подавал и не возвращал ее, а сам использовал ее до того, как получил ее обратно. Место занято. Это означает, что из 4000 киловатт-часов электроэнергии я должен рассчитывать только 1000 киловатт-часов электроэнергии, которые мне потребовались для отопления. Это 230 евро плюс 240 евро за дрова, фиксированный метр древесины составляет 430-470 евро. Обычно, если я топлю дровами, то одна зима обходится мне в 12 сотен евро, в зависимости от обстоятельств. Это так, это еще недорого. Если бы у меня был масляный обогреватель, то это стоило бы 2000. Газовый обогреватель тоже будет стоить дорого. Пелеты тоже будут стоить дорого. Я здесь уже 3-ю зиму, несмотря на попытки сократить расходы на электроэнергию до 470 евро. И при этом большая часть электроэнергии расходуется на инфракрасные панели. Вы можете себе представить, это действительно настоящий удар. Когда мы говорим об эффективности и способе действия, никто не может себе представить, что это такое. Умный. Что такое 30 киловатт-часов? Что такое 100 киловатт-часов? Что это такое? Так что теперь я вам кое-что скажу. 1 килограмм буковой древесины имеет энергетическую ценность 4,2 киловатт-час энергии, тепловой энергии. 1 килограмм буковой древесины имеет 4,2 киловатт-час. Вот моя комната, 20 квадратных метров на всю зиму.
Так что это зависело от температуры. Теперь тоже нужно посмотреть. Если сейчас было тепло, мне нужно всего 60 Вт. А если потом стало очень холодно, то до 300 Вт. Давайте посчитаем. Начнем с 250 Вт. 250 Вт– это 0,25 киловатт-час. И этот обогреватель работал 16 часов, до 16 часов в сутки. Так что мы можем считать 16 раз 0,25. То есть около 4 киловатт-часов. А теперь попробуйте. Теперь я дам вам кусок дерева. Насколько велик килограмм дерева? Буковое дерево. Вот так. Не больше. И теперь я даю вам это в руки и говорю, отапливайте этим деревом 24 часа, 21 квадратный метр пространства зимой. А теперь сделайте это там, сейчас рассветет. Вам это не удастся. Даже если бы весь дым остался в комнате, вам не удастся так обогреть комнату с помощью килограмма дров. С помощью шеста. И сейчас это выглядело не совсем так, потому что... Значит, это было так. А потом я заметил привет. Так что через полчаса внизу стало так жарко, что к нему уже нельзя было прикоснуться. Что я сделал? У меня есть еще 2 листа, каждый параллельный, они были по 30 раз. 7 на 30, то есть 210 квадратных сантиметров на 4, 840 квадратных сантиметров дополнительной площади. И теперь я могу сказать, что общая площадь конструкции была размером примерно с радиатор размером 60 на 60 сантиметров. И с его помощью я могу обогревать. Так что это уже было проверено зимой. Я работал по 10-16 часов каждый день, без проблем, без каких-либо проблем. Эта камера работала по 10-16 часов каждый день в течение 7 месяцев. Я еще не чистил ее. Это может быть сейчас видно там внизу, но это все. Не там мы сейчас получаем долгосрочные оценки, как это происходит. И, как я уже сказал, я не обязательно сторонник алюминия. С самого начала это была керамика, что-то вроде керамики, но это свинство, если вы не гончар. А теперь у нас в группе есть гончар, и посмотрите, это пришло вчера. Это то, что он сделал для меня вчера. Он уже построил такую трубу, и у него еще есть эти панели, которые у меня сбоку. Он прикрепил вот так, как трубу. Высота 50 сантиметров, керамика хорошо смотрится, так что для художников. Есть и там, почему вы делаете трубу вдвое меньше. Я могу сделать на ней крылья ангела, я могу клевать на ней солнце. Вы все можете сделать это для нас. Я могу сделать что угодно. Для меня нет предела творчеству, не так ли? Вода – это N2O, и мы на самом деле говорим, образно говоря, мы говорим, что имеем, мы производим газ. Итак, 1:02 пополудни. И теперь самое главное. Вы знаете, в университете исследуется только то, что доступно за деньги. А кто дает деньги? Промышленность. Так что мир будет исследоваться только в очень ограниченных масштабах. Вы просто всегда берете то, что у нас есть, и выпиваете H2 прямо из бутылки. И тут уже ученые вскипели и сказали: привет, что-то может быть не так с нашими ценностями, которые мы имеем в учебниках, просто не так. Газ определенно другой. И по этому поводу до сих пор ведутся споры. Вы просто предполагаете, что есть только 1:02, потому что час сразу же снова соединится с 1:02. И если бы у нас был час, то у нас было бы в разы больше энергии. И, возможно, в этом и заключается разница с газом в баллонах, потому что у нас может быть несколько процентов часа. Предположим, я просто генерирую час по отдельности, тогда он сразу же захочет снова подключиться. Но если я сейчас снова отключу его по кратчайшему пути, у него еще не будет времени, и тогда у него будет больше энергии. Этот газ, то есть обычный газ, взорвется.
Этот газ делает что-то действительно особенное. Сначала происходит взрыв, а через миллисекунды происходит то, что называется взрывом. Чисто технически вы должны были бы сказать, что это не совсем точно, это не взрыв, но мы можем сказать прямо сейчас, да, это похоже на взрыв. Потому что это действительно взрыв в 860 раз больше, чем взрыв. Усадка, которая происходит за миллисекунду. И мой друг, я провел поиск, мы заполнили баллон газом на 2/3, а затем мы подожгли. Установили свечу зажигания, подожгли. Вы знаете, что происходит? Поршень выскакивает и возвращается в то же место, откуда начинался. Взрыв, взрыв, и это так, 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 так. И теперь вы должны представить, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на взрыв. Это не может сработать. Пока мы используем этот газ для обычных двигателей внутреннего сгорания, мы просто выбрасываем часть энергии. Так что это неправильный путь. Есть пакистанец, у которого также есть видео в интернете. Он очень точно описал, как построить двигатель, то есть четырехтактный двигатель на двух двигателях. Такты. И это можно сделать только с двигателями с верхними распределительными валами, потому что внизу у вас действительно плохо получается в масляном поддоне. Так что вы шлифуете кулачки. Сначала нужно свести коленчатый вал, распределительный вал к одному, а затем у вас будет два такта. А затем в первом такте произойдет то же самое, что и в первом такте. Всасывается газ, и как только клапан открывается, газ взрывается, толкает поршень вниз, и взрыв снова засасывает его, а затем снова начинается та же самая игра. Это может быть так. Теперь я должен спросить вас, слышали ли вы когда-нибудь о некоем Даниэле Динго? Это термин, это имя? Это филиппинец, человек с Филиппин. Дэниел Дингель. И этот человек Дингель, да, почти как Дингель, Дингель. И этот человек, он много лет ездил на Тойоте Королла только на водной машине, много лет. И это снова была такая знаменитая, типичная история. Правительство Филиппин хотело поддержать его. Это то, что вы хотели показать. Кто пришел? Американцы. И сказали, да, мы инвестируем в вашу страну только в том случае, если вы воздержитесь от этого. Так что все это было отброшено. Что случилось с этим человеком? Говорят, что он проиграл деньги на ставках Ханянкома, затем не смог вернуть деньги инвесторам, которые уже дали ему деньги, а затем попал в тюрьму. На 20 лет и теперь уже умер в тюрьме. Это не просто один случай, это десятки случаев, когда именно это происходит. Так где же стенд? Около 300 Вт, когда холодно. Когда было теплее, скажем, на 6 градусов выше нуля, я мог бы включить обогреватель на 60 градусов на час, а затем снова включить его на 240 Вт через час. Так что получается это, как бы это сказать, средняя мощность, которая еще не достигает 240 Вт. И посмотрите, если вы хотите отапливать комнату площадью 20 квадратных футов электрическим током, вы не сможете сделать это менее чем за 1 КВТ. Что это за радиаторы? Все они имеют мощность от 1 до 2 КВТ. Это безумие, что их сжигают. Да, это идет с молотка. Тогда я подумал, да, я действительно хочу быть в безопасности. Я ведь не хочу убивать себя, не так ли? Это могло бы быть. Так что я посмотрел eBay, и у меня действительно есть вещи времен НАТО. Там, где еще была стена, у меня есть сумка радиоактивный. Стальной измерительный прибор продается за 60 евро, и эта деталь отлично работает и сегодня. Ему 30-40 лет, он отлично работает. Так что я вооружен прибором для измерения радиоактивных лучей, я иду в микроволновую печь, ничего, совсем ничего. Может быть, какая-то идея преувеличена, но это можно сравнить. Есть и часы, у которых такие зеленые циферблаты. Когда я туда захожу, это тоже немного напоминает это. Что-то в этом роде.
И тогда дело в том, что мы не обязательно имеем дело с радиоактивным излучением, но мы имеем дело с микроволновыми печами. Это микроволновая печь, она пожароопасна. Лучи смерти. Я достал микроволновый прибор и посмотрел на микроволновую печь и все вокруг. Да, 0,4. МВТ показал это. Пока ничего не пропищало. Если оно превышает 5 МВТ, то происходит беззвучный переход. Ничего, вообще ничего в микроволновой печи. А потом я подумал, да, привет, я не видел на мобильном телефоне видео, где они делают яйца или попкорн из 3-4. Мобильные телефоны — это подделка? Это так. Поэтому я иду с вами. Я звоню себе по мобильному телефону, подхожу к телефону с микроволновым прибором и все время подаю звуковой сигнал, больше не прекращается. Более 20 милливатт, и это у меня на ухе 10 раз в день. В микроволновой печи есть. Сколько ватт? 900 ватт. 0,4. 0,4. Если это слишком, то да. Но это работает только тогда, когда дверь закрыта. Это действительно безопасно. Мобильный телефон мощностью 20 милливатт. И тут я понял, боже мой, 20 лет назад мы слышали, что это опасно. Мы забыли об этом, мы проигнорировали это. Мы пользуемся мобильным телефоном каждый день, Ганс у уха. А потом приходит мама моей жены и говорит, да, но у нее там есть наушники. Давайте посмотрим, как быстро. Я подключил микроволновый измеритель к наушникам, которые у нее в ухе, и это было намного хуже. И это шутка, так что если вы пользуетесь наушниками, можете забыть об этом, ничего страшного. Потому что телефон у вас, по крайней мере, на ухе, но наушники все еще входят в ухо на 2 дюйма, так что они еще глубже в голове. Это означает, что ваш мозг наполовину приготовлен с помощью микроволновых печей. Поэтому, когда звонит мобильный телефон, кладите его на стол, включайте громкоговорители и держитесь на расстоянии 1 метра от него. Это безопасно. Видите ли, в принципе, я гораздо опаснее в дороге, когда использую технику, которую мне предлагают сегодня, чем когда я делаю попытки. Так что сделайте одолжение, пользуйтесь мобильными телефонами как можно реже и, возможно, только для текстовых сообщений. Вот и все, что у вас есть, держи в руке. Но не прикладывай это к своей трубке. Я просто вижу, что с тех пор, как я начал работать с водородом, нас каждый день просто обманывают от корки до корки. Будь то политики, будьте кем угодно. Да, как я уже упоминал в начале, говорят, что это пламя обладает такими качествами, что оно может уничтожить даже радиоактивность. И превозможно, они также могут трансмутировать вещества. Это кусочек извести. Известь, если ее хранить 2 года, то внутри будут такие комочки. Обычно это порошок. Теперь это твердый кусочек, не так ли? Сейчас мы снова включим это, но не так. Да, хорошо. Так, теперь посмотрите, что происходит. Это называется известковым светом. Безумно ярким. И я больше ничего не делал сейчас. Больше ничего. И шутка в том, что эта известь остается такой, какая она есть. Она не горит. Больше ничего не может случиться. Это просто известь. После нее останется известь. Может быть, немного более рассыпчатая, но это известь. Теперь я ничего не делал, кроме как нагревал такой кусочек извести 3 раза в час. И температура также оставалась стабильной. И теперь я подсчитал, что мне, конечно, нужно всего 300 ватт. Я все рассчитал. Сколько ватт-часов я получу сейчас, если обогрею комнату известковым светом? Я получил колоссальные 45 ватт-часов. Так что известковый свет даже лучше, чем обогрев песка.
Теперь вам нужно было бы построить что-нибудь, что можно было бы поместить в трубу, а не в трубу, но тогда это выглядело бы более затейливо. Теперь у меня есть пламя. Я должен построить систему контроля пламени, контроль, механизмы, чтобы ничего не произошло. Но теоретически можно отапливать дом, отапливать комнату за 45 ватт-часов. И это 45 ватт-часов 0,045 киловатт-часы. Это 10 часов, это 0,4 киловатт-часы за один день. 10 часов, если я нагреваю 10 часов. Да, это ничего. Ja, ja, genau, genau, genau. Теперь я возьму пламя, и я действительно хотел показать вам это сегодня, но у нас нет магнита, там немного угольного порошка, углерода. Kohlenstoff. Нагрейте пламенем 2-3 раза, дайте остыть, а затем проверьте с помощью магнита. И что случилось? Полностью магнитный. Так вот, это пламя, водородное пламя, также преобразует вещества. Кальциевый шар магнитный? Нет, известь остается холодной. Это углерод, который тоже. Вы можете себе представить несколько атомов углерода и, может быть, еще 1-2 атома водорода, и у нас уже есть железо. И другие вещества. Скажите, пожалуйста, я вас сейчас спрашиваю. Я начинаю все больше и больше. Я больше не даю людям ответов, потому что они дают их сами. Я задаю вопросы, и я вижу, что вы возвращаетесь домой с большим количеством вопросов, чем пришли. Я рад за вас. Это то, что нужно просто стоять в стороне? Это неинтересно, нам это не нужно. У нас есть нефть и газ, а также угольная и ядерная энергетика. Или это действительно так в мире? Есть ли точные измерения? Это, в принципе, радиатор. Вы можете измерить, сколько энергии. Так что у меня есть песочная трубка. Вы могли бы измерить, но я должен сказать, что я отказался от своих средств измерения, потому что я понял, что у меня это не получится, что я измеряю всю энергию, которая там есть, потому что прежде чем я смогу их измерить, они уже где-то исчезнут. Измерительная техника — это отдельная история, и ее следует оставить специалистам. Вот почему я начал просто проводить сравнения. Я сравниваю электрическое отопление с масляным или электрическое отопление с дровяным отоплением. И тогда я вижу, где мне лучше работать. И тогда, когда я как непрофессионал, то есть я не ученый, делаю заявление об эффективности, то куры или профессора смеются. Но если я скажу «Привет, ребята, я сэкономил 800 евро этой зимой и потратил меньше», вам больше не нужно смеяться, потому что это факт. Это была мягкая зима. Это чушь, это чушь. Это была очень мягкая зима. Я тоже был очень рад, потому что наши зимы обычно длинные 8-9 месяцев. У нас уже были зимние годы, когда летом было всего 2 дня тепла, а в остальное время холодно сквозь стену. Это была прекрасная мягкая зима. Но это не такая уж большая разница, потому что у меня тоже был опыт за эти годы. Я просто говорю это, накоплен опыт. Что еще можно сделать? Я еще далеко не все вам показал. Нагревать пламенем, как я уже сказал, когда вы хотите измерить это, сложно, всегда теряется часть энергии. Что у меня там? Кто-нибудь знает эту часть? Это называется катализатором. У вас есть что-то подобное в каждой машине, в каждом мотоцикле. Там нет ничего, кроме металла, покрытого палладием или платиной. В большинстве случаев сегодня платину выбрасывают, потому что это слишком дорого, и вместо нее берут палладий. То же самое, что интересно, отопление — это то, что я сделал первым. Я нагреваю это припоем только перед этим.
Здесь тоже должно быть около 60 градусов, прежде чем я включу газ. А теперь посмотрите, что там сейчас происходит. Но я не должен подходить слишком близко. Так что уже светает. Вы видите это? У меня там есть газ, пламени нет, ноль, пламени нет. Это просто газ, который выходит, и газ, вы видите это прямо сейчас, образно как этот слой снова соединяет газ с водой. Без пламени. Получается вода. Да, если я там наверху, если я сделаю это вот так, и у меня там есть стакан с водой, тогда если я там наверху сделаю это, и у меня там будет стакан с водой, тогда это сразу бросается в глаза. И это невозможно иначе. Это должна быть вода, потому что когда N и O снова соединяются, это вода или водяной пар. А если это связано? Да, это создает энергию рекомбинации. И теперь у нас есть «да», и тогда мы больше не встречаемся со всеми видами людей. И там, по-видимому, среди профессоров Кламхаймлиха, конечно, действительно ведутся дискуссии. Возможно, что энергия, получаемая при рекомбинации водорода и кислорода, даже превышает энергию, необходимую для расщепления воды. Серьезно, это обсуждается, но мы, конечно, ничего об этом не слышим. Но, конечно, школьные учебники должны были бы молчать об этом. Да. Вы должны сначала вылить их на хозяйственные нужды, прежде чем использовать на общественные. Поймите это. Газ — это ИОИ. Это есть. В смеси. А используемая вода — это дистиллированная. Это дистиллированная вода, и это потому, что если бы я сейчас использовал обычную воду, дождевую воду, в которой все еще есть вещества, то вещества всегда оставались бы внутри, а наружу выходили бы только N и O. Это означает, что клетка со временем засолялась бы все больше и больше, поэтому мне нужна дистиллированная вода. Возьмите. С керамикой было бы удобно. Тепло, радиация. Значит, это инфракрасное излучение. Точно, так что я могу вам сказать, что вся труба с верхней частью излучала 70 градусов, чудесно зимой. Вода. Сколько энергии нужно затратить, чтобы добавить к воде? Нет, потому что я покупаю это только один раз, а потом кладу обратно в камеру. Мне не нужно покупать это снова и снова. Да, это теперь форма, и это тоже то, что я всегда хочу вызвать у людей. Это нормально, это называется выводок. Все это происходит из Америки. Американцы опередили меня на 20 лет, когда я начал. Сегодня мы уже немного продвинулись, даже почти обогнали их. Это называется по-английски brute force electrolysis, то есть жестокая сила. Вы используете электричество, чтобы разъединять молекулы. Стэнли Мейер провел электролиз в резонансе. И сегодня вы слышите этот резонанс снова и снова, все чаще и чаще. Все это должно происходить в резонансе, и тогда это становится особенно эффективным. И тогда, конечно, ему не нужно было столько энергии, сколько мне. У него была очень минимальная мощность. У него куча Стэнли Мейера больше нет. Он больше не может нам сказать, мы должны найти это снова. И просто есть. Есть люди, которые ищут, но, по-видимому, их слишком мало, их не так много. Вам действительно нужно искать инженеров-электронщиков, профессионалов, как я могу заставить эту ячейку резонировать. У меня есть это год назад, мой знакомый однажды выложил видео в сеть. Однажды у него было около 20 кГц, он шел по воде, и это было просто напряжением.
Und das war nur unter Spannung gesetzt. Только Nur mit напряжением, Spannung, без ohne электричества, без Strom, мощности. quasi ohne Leistung. И он Und der hat генерировал тонны tonnenweise газа, Gas но erzeugt. потом ему Und это es не ist ihm удалось. aber dann nicht mehr Так что gelungen. один раз Also einmal получится, geht's, один einmal раз geht's не nicht. получится. Und И das чтобы это das было verlängert. надежно, и я Das sage всегда ich euch говорю immer, это das ist ja ein действительно Anfang начало jetzt, сейчас, oder? и мы Und должны da двигаться müssen wir jetzt дальше. weitergehen. Но Aber wenn если da ein есть Interesse интерес ist и und die люди Leute этим das machen, занимаются, was как вы meint ihr, in думаете, welcher за kurzer какое Zeit wir короткое da время мы riesen могли бы Sprünge совершить machen гигантский könnten? скачок? Но ведь Aber это es ist auch nicht нежелательно, не так ли? gewünscht, nicht? Да, Ja, это es ist так. so, Уже может быть kann schon опасно sein, dass wir путешествовать, gefährlich но я unterwegs sind, aber думаю, ich что denke, пока это возможно. solange Если man вы nur als путешествуете Bastler только в unterwegs качестве ist, любителя, это ist es относительно relativ безопасно. ungefährlich. Но как только вы Sobald man aber становитесь на der ноги Industrie индустрии, auf die это Füße становится tritt, dann wird's опасным. gefährlich, oder? И мы Und da должны быть müssen wir auch осторожны с этим, aufpassen, в том oder? Auch числе mit с Video. видео. Das Это ist ja auch также nur im доступно только в Internet интернете. vorhanden. Но, как я уже Aber wie сказал. gesagt, Ну да, also, с другой ja, стороны, у нас andererseits, сейчас wir тоже haben есть jetzt auch 2014, 2014, верно? oder? Я не Ich weiß знаю, nicht, о was чем habt вы ihr думали. gedacht? Это Also, es ist ja действительно eine сумасшедший verrückte мир, в Welt, in котором der мы wir сейчас jetzt живем. leben. Все ждут, Alle что warten, что-то dass etwas произойдет, passiert, но und пока es noch ничего не immer nichts происходит. passiert, И und вы wir warten, ожидаете, dass что das Geld деньги рухнут. zusammenbricht, ist Но noch этого immer все nicht еще не passiert. произошло. Да, в Ja, какой-то момент это irgendwann wird es dann произойдет. schon sein. Это Es wird произойдет. kommen. Если Wenn man вы jetzt auf сейчас den Professor послушаете Hörmann профессора hört, Хёрмана, это ganz произойдет früher, als раньше, man чем вы denkt. думаете. Ja, 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 ja. Нет Es gibt ничего nichts более Kostbareres драгоценного, als чем die свободное Freizeit, время, weil которое die никто gibt не niemand mehr вернет, когда zurück, оно wenn die истечет. abgelaufen ist. У Ich вас habe nur так so viel много Zeit zum времени, Leben чтобы und жить, dann и тогда war's все. das. И со Und mit der временем я Zeit смогу kann ich что-то also делать. Sachen machen, nicht? Если бы Würde ich я von бегал morgens за bis деньгами abends с im утра Geld до nachrennen, вечера, я бы könnte не ich so смог vieles сделать nicht так machen, много. nicht? Я натуропат. 20 лет назад у меня была 20 практика Jahre в eine Praxis Швейцарии, gehabt in der в Schweiz, in Базеле. Basel. Я лечил тысячи людей. Tausende Это von была моя Leuten жизнь. behandelt, das war mein Leben. И в Und какой-то irgendwann момент habe ich mir я gesagt, сказал hallo, себе: «Привет, есть es такие gibt so прекрасные schöne Dinge, вещи. Люди Leute рисуют, malen, поют, singen, танцуют, исследуют tanzen, мир, и я все erforschen время die только Welt с und ich bin больными». die ganze Zeit nur mit Kranken. Этого не Das muss должно nicht быть. sein. Так Also что 20 20 Jahre лет sind genug. достаточно. А Und da потом habe я ich das an прибил den это к Nagel ногтю. gehauen. Я Ich habe dann написал ein Buch книгу о geschrieben über деревьях, Bäume. о 12 деревьях. Die Это 12 я, на Bäume, случай, oder если Energy, кто-нибудь das что-нибудь das слышал. bin ich, falls jemand schon mal was gehört hat davon. Я Ich habe описал 12 Bäume 12 beschrieben. деревьев. У Und каждого jeder hat есть ein определенный bestimmtes жизненный принцип. Lebensprinzip, Вот so как habe ich я das это назвал. genannt. И Und жизненный ein принцип – это Lebensprinzip то, без ist чего etwas, не было ohne бы dass es этого diese мира. Welt nicht gäbe. Так что Also, теперь вы jetzt можете kann man сказать: sagen, да, zum например, Beispiel, любовь – Liebe это ist so ein такой жизненный принцип. Lebensprinzip. Без Ohne любви Liebe нет gäbe es мира. keine Welt. Вы Kann man можете sagen, сказать nicht? нет? И Und теперь, jetzt gibt's однако, aber noch есть 11 еще weitere. 11. А ясень, вы знаете ясень? Esche. Kennt ihr die Esche? Это Die принцип ist das изобилия. Prinzip der Fülle. И он Sie учит lehrt нас, uns, что je чем mehr больше ich я даю, gebe, тем desto больше mehr kriege получаю. ich auch. Так что и Also, когда und я wenn ich даю, gebe, мне brauche ich больше mir не ums нужно Kriegen gar беспокоиться keine о Sorgen mehr получении, zu machen, weil es потому что kommt всегда immer mehr возвращается zurück, больше, als чем ich я могу zu дать, geben не так ли? vermag, nicht? Просто вы Nur должны muss man осознавать sich то, что вы dessen, дали, was man и вы gegeben hat, также auch должны bewusst ценить sein. то, Und что man вы muss das дали, auch должен schätzen, дать. was man an Gaben zu geben hat. И Und das дарение – Geld это не ist nicht всегда immer nur просто Geld, деньги, sondern но es улыбка kann может ein изменить Lächeln, чью-то kann жизнь, das Leben спасти eines жизнь. Menschen verändern, ein Leben retten. Also wir haben und Мы wir пытаемся тренироваться, прилагать versuchen ein усилия и Leben бороться, lang чтобы иметь что-то, что uns мы можем дать, auszubilden, чтобы быть uns теми, кто мы anzustrengen, zu есть, не так ли? kämpfen, irgendwas zu haben, was wir geben können, dass wir wer sind, nicht? И тогда у Und dann нас haben wir может vielleicht быть den титул, Titel и und dann тогда sind мы wir будем wer. кем. Но в Aber основном im мы Grunde все genommen что-то haben wir получили с alle etwas in колыбели. die Wiege gelegt gekriegt. Любовь, Liebe, радость, красоту, Freude, доброжелательность. Schönheit, Wohlwollen. Мы Wir можем können это das дать. geben. И когда Und мы wenn это wir das даем, geben, это ist es имеет бесконечную unendlich viel ценность. wert. И Und многие das haben отдали viele это. Menschen noch nicht ganz begriffen, oder? Und so habe ich von Anfang an mit dem immer gearbeitet. Ich habe alles immer hergegeben. У меня Ich habe есть, ohne не Rücksicht auf считаясь с Verluste потерями, geschaut. вот Schaut, вам и Leute, все. nehmt es, da habt es, oder? И, к Und сожалению, leider я bin ich также aber немного auch ein bisschen разочарован, потому enttäuscht что я worden думаю, dann, что weil жадность никогда не была такой сильной, ich как glaube, die сегодня. Gier war noch nie so groß wie heute. Их так Es gibt so много. viele, И я думаю, ich что glaube, жадность Gier разъедает frisst das людям Hirn мозги. weg der Leute. Всё дело в geht nur noch ums потреблении. Konsumieren. И когда Und я wenn ich хожу по einkaufen gehe, магазинам, glauben мне Sie не nicht, кажется, dass что da со
мной что-то говорит. Я хожу среди десятков людей, да, мне говорят «добрый день, до свидания», это стоит 40,45 евро, я плачу, я ухожу снова. Вот и все общение, которое у вас есть сегодня. Все так, 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 покупайте, продавайте, быстро, быстро, быстро. Даже в сельской местности, а не только в городах. Так, сейчас.
Знаете ли вы, слышали ли вы когда-нибудь о машинах Стирлинга, двигателях Стирлинга? То есть тепловой двигатель, и у нас есть такой двигатель, и эта модель уже стоил 98 или 120 евро. Hat auch schon 98 oder 120 Euro gekostet. К сожалению, это очень простая технология, то есть намного проще, чем любой двигатель внутреннего сгорания. Эффективность, возможно, составляет максимум 20%, и вы всегда говорите, что нет смысла создавать двигатели для продажи, они настолько неэффективны. Но помните, что в двигателе внутреннего сгорания, нашем автомобиле, тоже всего 20%, и мы ездим на нем каждый день, не так ли? Так что это не так уж и странно. Почему бы нам не иметь двигатели Стирлинг? Если бы у меня сейчас было много тепла, я мог бы превратить это тепло в электричество. Обычно сейчас, и это как раз проблема, сейчас есть компании, которые делят электроэнергию, и они хотят построить теплоэлектростанции, которые потом снова становятся такими дорогими, что их никто не покупает, и у всех сейчас есть проблема. У них теперь есть свои фунты стерлингов, есть поршень, который нужно подпитывать гранулами, не так ли? И это ржавеет, а потом поршни со временем разрушаются, и у них возникли проблемы с убийствами. И есть две компании в Германии, которые уже обанкротились только из-за этого. А теперь посмотрите, что я сейчас там делаю. Я сейчас сделаю поршень. Я, конечно, предварительно покрыл этот поршень слоем палладия. Вот это белое вещество, что вы видите. Теперь я немного разогреваю его паяльной лампой, чтобы этот слой тоже отреагировал должным образом. Я знаю, что он уже работает. Вы видите, вот так, с паяльной лампой, с пламенем, оно работает. А теперь я включаю камеру. Теперь у меня больше нет пламени. А теперь я пойду с газом. Никакого пламени, только газ. Я могу пройти между ними, там не жарко. Только сейчас я подошел слишком близко, теперь пламя разделяется. Оно не горячее, потому что выходит только газ. И теперь я могу снова включить его. Теперь я добрался до него, так что вот оно, это покрытие, да, оно снова горит. Это покрытие, оно не очень хорошо держится. Это только для одного. Демонстрация. Это покрытие, вы знаете, как я это сделал? У меня есть катализатор, который есть у вас в машине, он из керамики и металла, я снял его, и в нем есть большие плитки и из керамики. Я вынул такую плитку, и я отломил кусочек размером с ноготь, растер его в ступке, намазал небольшим количеством воды и намазал сверху. Готово. Habe das Immerser zerkleinert, mit etwas Wasser eine Paste gemacht und da drauf gestrichen. Fertig. Это противопожарная защита или что? Нет, это слой, который заставляет водород и кислород снова соединяться. И это создает тепло, и это то, от чего он бежит. Потому что я подошел слишком близко. Потому что этот слой. Поэтому как только я подхожу к нему слишком близко, он сразу реагирует, и у меня возникает пламя, верно? На самом деле, как и в случае с катализатором, на самом деле, если бы вы хотели быть уверены, что пламени нет, вам нужно было бы использовать газ и продувать его воздухом. А потом вам нужно приготовить смесь. Газообразный воздух, который настолько хорош, что не приводит к возгоранию. Но я не могу сейчас этого сделать в этой демонстрации. Вы слишком близко или слишком далеко, но я только что видел, как это происходит. А теперь я покажу вам еще это с пламенем под водой. Теперь давайте посмотрим, смогу ли я пройти через это.
Вы можете видеть это сейчас. Так вот, у меня есть пламя с хижиной, и пламя горит в воде. Теперь оно погасло. Я должен снова его включить. Может быть, немного меньше. Это может быть потому, что это маленькая насадка, если она дует слишком сильно. Но вы же видите, она горит в воде внутри. Да, сейчас там не совсем подходящая хижина. У меня есть немного более длинная хижина, и теперь я не могу плотно винтить насадку. Вот еще что. Вы видите, как это горит? В воде. Теперь я сделал пробы. Есть ли какое-нибудь пламя, которое горит в воде? Вы никогда раньше этого не видели. Да, но потом. С силой. Теперь я предпринял попытки. Да, я предпринял попытки тогда. Уже немного потеплело. И правда, если я сейчас просто войду в воду с пламенем, да, тогда она не так быстро согреется. Но потому что пламя должно гореть против чего-то, чтобы оно работало на полную мощность. И теперь я провел испытание, я добавил пластину, которая называется нитрит алюминия, и она отводит тепло почти лучше, чем алюминий, и я обжег пламя против этого. И у меня есть пластина из нитрида алюминия, которая почти еще лучше, чем алюминий, отводит тепло, и я использовал пламя, чтобы обжечь ее. И у меня есть пластина из нитрида алюминия. Достигнута 90% эффективность нагрева воды. Значит, вода восстановилась на 90%, так что на самом деле эффективность нагрева воды составляет 90%, то есть с точки зрения затраченной энергии. Так что это можно сделать очень просто. Это называется калориметрическим тестом. Я смотрю, сколько энергии мне нужно для пламени и сколько я получаю. Если у меня сейчас есть литр воды, и она нагревается на 1 градус, то мне нужно 4,19. Так что можно считать 4,2. Это делают техники 4,2 калории и умножьте это на 1000, потому что это 1000 миллилитров или 1000 граммов. И тогда у меня есть количество энергии, которую я получаю, и тогда вы можете сопоставить это друг с другом, так что и это было на 90%. А потом я проделал то же самое с погружным электрическим чайником, и у меня получилось на 86%. А теперь к этому добавляется еще кое-что, и это просто потрясающе. Я также продемонстрировал это в Венском университете. Затем я добавил немного стальной ваты в эту воду и обжег ее о стальную вату. И как вы думаете, что там происходит? Там падают кучи пузырьков, поднимающихся вверх. И теперь можно подумать, да, это водяной пар в воздухе или что-то в этом роде. Нет, это снова газ. Итак, я нагрел воду с 90% эффективностью, плюс произвел еще один газ, еще один дополнительный. И где мы находимся, если это подсчитать? Если я добавлю всего 100 мл к тому, что у меня уже есть, тогда спокойной ночи. Я больше не могу говорить это вслух, это будет деликатно. Потому что, надо сказать, такая ячейка, и это на самом деле моя большая проблема. Сырье, просто материал для такой ячейки стоит 300 евро. Значит, клетка с этим, со всеми шлангами, со всем этим. Но вы не сможете купить это за 300 евро. Сейчас есть очень умные люди, которые взяли у меня курс. Я больше не хожу на курсы, но они открыли бизнес, они берут от 700 до 900 евро за такую ячейку. И если вы сейчас пройдете у них курс, то заплатите 16 сотен евро, если вы хотите пройти ячейку и курс. И это просто наглость. Мне больше не хочется проходить. Будьте благоразумны, и я это имею в виду. Я думаю, что в каком-то смысле ваше отношение к этому довольно хорошее. Потому что, имея так мало гордости или того, что не так, как я должен сказать, тогда позади вы высвобождаете свою энергию снова и снова. Конечно, конечно. Это тоже не так.
Тогда энергия будет поступать туда, куда поступают деньги, и тогда это будет двигаться. Давайте не будем тратить энергию на это. У меня снова появились мысли, и я снова подумал, а что если у нас есть свободная энергия? Созрели ли люди для этого сейчас? И что произойдет, если каждый сможет потреблять столько энергии, сколько захочет, и это ничего не будет стоить? Вот в чем вопрос. Но неужели вы ничего не должны делать сейчас, потому что вы этого не знаете? Вы просто должны следовать своей звезде и жить, верно? Stern folgen und leben, oder?